Вот и вышел новый трейлер Bleach «Тысячелетняя кровавая война», и нам объявили, когда выйдет третья часть аниме. Но про это будет в конце. А пока я разберу этот трейлер по кадрам. А посмотреть есть на что, уж поверьте. Тайта Куба нас не обманул. И в новом сезоне будут новые сцены и новые бои. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Надеюсь, вам не нужно говорить, что разбор трейлеров — это всегда спойлеры. Ну ладно. На самом деле это очень ленивый трейлер, ведь вся первая минута — это трибьют предыдущим сериям. И нам, голосом и текстом напоминают о банкаях, которые были показаны раньше. Сначала все капитаны и лейтенанты говорят банкай на черном фоне, а завершает все это Ичиго, кричащий банкай с неизменным голосом Масакадзу Мориты. После чего идет быстрая нарезка разных крутых моментов с Ицугой. Почти все это мы уже видели, кроме одного момента. Я могу ошибаться, но вроде бы это новый кадр, который очень похож на 12-ю страницу 613 главы. После чего нам снова показывают капитанов с банкаями. Снова в виде нарезки, только в этот раз еще и с надписями на весь экран. Я пытался найти какую-то связь между ними, может быть их порядок на что-то намекает, но бесполезно. Похоже, их поставили просто в рандомном порядке. Последним из всех идет банкай Сенджумару Шутары, как бы напоминая нам про хайп по этому не показанному в манге банкаю. У меня же есть ролик про целых 4 теории о том, что на самом деле делает это ее ульта. А следом начинаются новые сцены. Голос капитана Киараку говорит: «Ну что, поехали!» И в этот момент нам показывают, как он бежит. Говорит он это всему оставшемуся Готею в 629 главе, но вот в трейлере видно, что бежит он один и с мечами. И скорее всего это один из кадров его боя, который произойдет значительно позже. Трейлеры Блича всегда сделаны так, чтобы запутать зрителя, поэтому надо быть внимательным. Дальше нам показывают, как Киараку юзает свой банкай Катен Кёкоцу Каримацу Шинджу. Это соответствует 674 главе. Однако при детальном рассмотрении в трейлере видно, что на теле Киараку куда меньше ран, чем в манге. Дальше нам снова показывают Ичиго, и с вероятностью 99% это кадры его стычки с Яхве во дворце короля душ. Весь этот сегмент — это новые сцены, которых не было в манге. То есть, да, Ичиго в манге дрался с Яхве и даже отбил одну стрелу Исиды, когда тот пришел на помощь королю Квинси. Но в аниме, судя по всему, все эти сцены будут расширены. Что меня больше всего смущает, так это выбор ракурсов. Очевидно, что этот кат и этот находятся в одной сцене, но в трейлере между ними стоит третий, совершенно иной кат, в котором даже другое освещение. Если у вас есть идеи на этот счет, обязательно напишите об этом в комментариях. Я же хочу сказать, что Тайта Куба походу переиграл в недавно вышедший Elden Ring и заставил аниматоров запариться и нарисовать перекатывающегося Ичиго. Анимация, кстати, очень достойная, мне нравится. Сюда же и относится удар новой Гетсугой по Яхве. Их бой явно расширен, и его должны показать уже в первой или во второй серии. Следом в трейлере включается голос Ичибея Хьосубе, который говорит то же самое, что говорил персонаж в 613 главе манги. А вот показывают нам совершенно иные сцены, которые происходили хронологически раньше. Это продолжение боя Ичибея с Яхве. Ичибей крадет 100 ночей из будущего сообщества душ и использует Шутен Дайсацу Рео. Причем на этом моменте видно, что используется 3D. В обращении верховного стаффа студии они, помимо анонсированных кадровых перестановок, объявили о том, что в этом сезоне Блича будет использоваться много CGI. Это наводит меня на мысль, которую я выскажу уже в конце видео в качестве итога. А пока посмотрите на этот кадр. Усыпальница Футен Дайсацу нарисована явно в 3D, с маскировкой под 2D, но смотрится в принципе очень неплохо, ведь основное внимание обращает на себя сам Ичибей. Что еще стоит отметить, что сцена явно расширена, потому что мы видим руку Яхве с раздвинутыми пальцами. Такого фрейма в манге нет, и этот план очень крутая находка, потому что в манге Яхве просто стоял как истукан. Следующая сцена трейлера: Яхве стоит, смотря в пол, а впереди него огромная воронка. Кажется, что эта сцена относится к предыдущей, но нет. Обратите внимание на покрытие пола.
Здесь оно каменное, а не дощатое, как на причале, где происходил бой Яхвы и Ичибея. Так что это дворец короля душ, только с уже снесенной подчистую крышей, а напротив стоит Ичиго. И мы переходим к следующей сцене. Она очень короткая, и на стоп-кадре видно, что у Яхвы стало 3 зрачка, а это значит, что этот момент соответствует 610 главе. Следующая сцена, и кажется, что она относится к предыдущей, но судя по общему освещению сцены, скорее всего это не так. И нам опять показывают расширенный бой Яхвы против Ичиго. В манге их стычки как таковой и не было. Предыдущие 12 серий охватили почти 60 глав манги. И если в этом сезоне экранизируют снова 60 глав, аниме попросту закончится. Однако мы уже знаем о том, что Блич ТКВ будет иметь 4 сезона. Следовательно, надо увеличивать количество материала. Не зря Тайта Куба нам тизерил расширение старых боев и добавление новых. Как мне кажется, снижение темпа повествования пойдет сериалу только на пользу. А завершится сезон, скорее всего, после Банкая Киараку и окончания боя. Да, не самая жирная точка в повествовании, но все же, ваше мнение можете оставлять в комментариях. Ну и так как я смотрю по кадрам, то глядите, каких угарных Ичиго и Яхвы я нашел. Это, наверное, единственный такой кадр. Все остальные отрисованы на очень высоком уровне. В следующей сцене вся верхушка Квинси стоит перед кристаллом короля душ. Первое впечатление такое, что судя по его состоянию и отсутствию черной руки господина Мимихаге, буквально через пару секунд должен появиться Ичиго и помешать их коварным планам. На это же намекает еще присутствующая крыша дворца. Однако кристалл короля душ уже разрублен пополам, а это значит, что это куда более поздняя сцена, и судя по всему, она абсолютно новая. Либо Яхве восстановил крышу дворца, либо это король душ, который находится в сердце Варвельта. Теорий в голове у меня роится масса, и ни одной конкретной. Дальше нам показывают, как сносится крыша дворца, и в аниме она сносится силой синего цвета, силой Квинси. В манге же крышу снес Ичиго своей Гетсугой. Редкон? Изменения? Пока сложно сказать. А что можно сказать легко, так это то, что поддержать меня и то, что я делаю, можно подпиской на Бусти. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Следующая сцена — кричащий Киараку. Скорее всего, это момент из 622 главы манги, где он приказывает убегать от одного очень мощного кида. Дальнейшие 2 сцены связаны. Это у Китаки, который говорит, харкая кровью, и черная рука Мимихаге. Это все было в манге. Дальше нам показывают, как трио лейтенантов разбирается с потоками силы короля душ, которые захлестнули Сэйрэй Тэй. Дальше нам показывают включающего Банкай Рэнджи. Но нет, покрытие пола и освещение снова выдает то, что эта сцена и предыдущая не связаны. Скорее всего, это новая сцена его боя. Но только с кем? Дальше показывают Маюри, и куча людей, особенно в англоязычном фэндоме, посчитала, что будет бой Абарая против Куроцучи. Совсем несмотря на то, что окружение и освещение в этих сценах кардинально различается. Сцена с прыжком из 638 главы, а Банкай Маюри использует в следующей главе. И в них он не бьется ни с каким Рэнджи, так что не надо тут выдумывать. Следом нам показывают Исиду, и с большой долей вероятности это новая сцена, потому что, судя по зданию слева, он находится не во дворце короля душ. Вот мы и нашли потенциального противника Абарая. Следующая сцена тоже с Исидой, только на этот раз находящимся внутри Банкая Санжумару Шутары. Все, что связано с ним, новые сцены. А вот кадр с наэлектризованными глазами Исиды — это уже из другого момента, заметно по цветовой окантовке. Судя по всему, тоже новая сцена. Дальше снова Исида, на этот раз стреляющий в полете из лука. Это уже сцена его стрельбы по Ичиго. Еще дальше нам показывают Хашвальта, а за ним, скорее всего, солнечные врата. Здесь освещение такое же, как и на лице Баз Би чуть дальше, так что, скорее всего, нам расширят встречу этих персонажей. Следом нам кратко показывают 4 из Шутштафеля. Все эти моменты в трейлере — прямая передача соответствующих фреймов манги, так что тут ничего особенно интересного и спойлерного. А зеленая пятиконечная звезда — это использование Лилье Баро своего шрифта против Киараку. Дальше показывают Нанао, это тоже из того же боя. Следом идет Маюри, который по привычке рассказывает противнику каждый свой шаг. И еще дальше нам показывают глаз. Судя по всему, это глаз Нему. Потом нам тизерят один из
из самых жестких поворотов сюжета, от которого аниме-онли наверняка офигеют. Так что не спойлерим. Ну и под самый конец нам снова показывают расширенный бой Ичиго и Яхве, чтобы завершить трейлер на мажорной ноте. Однако параллельно всем этим кадрам два голоса зачитывают нам поэму, которую Тайта Куба обычно оставляет в конце серии. И эта конкретная поэма новая. Два голоса, Хашвальта и Яхве, говорят о том, что мир — это весы, и если ты окутаешь себя надеждой, то другая сторона погрузится в отчаяние. Можно сколько угодно спекулировать на этом моменте, но мне кажется, что так Куба тизерит влияние Хашвальта на сюжет, которое будет увеличиваться в аниме по сравнению с мангой. Как вы помните, в манге Юграм практически ничего не делал и по большей части служил пафосной и невозмутимой мебелью. Так что если его влияние на сюжет возрастет, будет только лучше. Итак, аниме выйдет в октябре. Конкретную дату нам не сообщили, но для этого ближе к сроку студия обязательно выпустит еще один трейлер. Помните, как год назад многие спекулировали на том, что Блич выйдет в весенний или летний сезон? Ну так вот, я оказался прав, и Блич выйдет лишь к концу года. На самом деле, один год для аниме, на которое многие возлагают большие надежды, это мало. Поэтому новость о применении большого количества 3D в производстве уже не кажется удивительной. С каждым сезоном выходит все больше аниме, а вот 2D-аниматоров, особенно опытных, больше не становится. Поэтому внедрение 3D — это неизбежность. Все зависит от того, насколько качественным будет это 3D. Если это будет 3D в виде скелетов Банкай и Ямамото, тогда все плохо. Если же это будет качественно замаскированное и не бросающееся в глаза 3D, как это делала студия Ufotable в фильмах по Fate, или Bint и их Гидра из реинкарнации безработного, тогда хорошо. В любом случае, то, что покажут Квинси в следующем сезоне, чрезвычайно трудоемко рисовать в честном 2D. Так что на сильно многое не надейтесь. Обязательно расскажите ваши впечатления после просмотра трейлера. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.